До какого возраста стоит у мужчин? Если тебе уже есть 35, то рекомендую смотреть это видео до конца. Приветствую вас, друзья! Я думаю, что каждый мужчина хочет знать, до какого возраста он сможет иметь интимные отношения с женщинами. Конечно, интимные отношения можно иметь и в отсутствии эрекции. А вот до какого возраста будет эрекция, чтобы совершать полноценные половые акты, вот этот момент волнует многих мужчин, что подтверждает большое количество вопросов от моих подписчиков на эту тему. Поэтому не переключайтесь, смотрим видео до конца. Все мы знаем, что хорошая эрекция в первую очередь напрямую зависит от уровня тестостерона. Его снижение мужчины начинают ощущать после 35 лет, но бывает и раньше. Чем дольше во времени растянется этот процесс, то есть чем дольше и медленнее тестостерон будет снижаться, не будет опускаться ниже критической отметки, тем длительнее по отношению к возрасту мужчина сможет иметь эрекцию и полноценные половые акты. Даже если у кого эта критическая отметка уже пройдена, то есть возможность обратно поднять тестостерон и вернуть сексуальную жизнь. Но дело бывает не только в тестостероне, сейчас все подробно разберем. Эрекция у мужчин может возникать на протяжении всей жизни, от рождения до глубокой старости. Способность к эрекции зависит от множества факторов, включая общее состояние здоровья, наличие хронических заболеваний, уровень гормонов, психологическое состояние и образ жизни. Хоть с возрастом у мужчин снижается частота и качество эрекции, это не означает полную потерю способности к ней. Вот некоторые факторы, которые могут влиять на эрекцию с возрастом. Это хронические заболевания, такие как сердечно-сосудистые, диабет, ожирение, другие заболевания, которые наносят вред кровеносной и нервной системе, что приводит к эректильной дисфункции. Также к этому может привести прием некоторых лекарств, таких как антидепрессанты, препараты от артериального давления, препараты для лечения простаты могут вызывать эректильную дисфункцию как побочный эффект. Также свою роль в этом играют психологические факторы. Стресс, тревога, депрессия и проблемы в отношениях могут также влиять негативно на эрекцию. Как я уже ранее говорил, снижение уровня тестостерона отражается на сексуальном возбуждении и эрекции. С возрастом уровень тестостерона у мужчин постепенно снижается, что может привести к уменьшению частоты и силы эрекции, а также ухудшению крови наполнения полового члена. Важно отметить, что эректильная дисфункция может быть излечима в любом возрасте. Существует множество методов восстановления эрекции, включая изменение образа жизни или медикаментозную терапию и хирургическое вмешательство. Итак, внимание! Самая главная мысль данного видео. Как мы понимаем, хорошая эрекция – это не показатель возраста. Эрекция – это показатель здоровья, показатель, насколько здоров организм мужчины. При хорошем здоровье уровень тестостерона находится в норме, что помогает сохранить способность совершать половые акты при крепкой эрекции. При правильном подходе мужчины к своему здоровью, эрекция у него будет и в 70, и после этого возраста. Поэтому задача у молодых мужчин сохранить здоровье и хороший уровень тестостерона, а у тех мужчин, у кого уже бывают сбои, восстановить работу организма, повысить уровень тестостерона. О том, как определить его уровень самостоятельно и почему он уменьшается, есть у меня видео на канале. Кроме этого, как повысить тестостерон, восстановить и укрепить эрекцию, увеличить длительность половых актов через контроль за семяизвержением вы сможете найти в моих курсах. Ссылки на них я оставлю в описании под этим видео и в первом закрепленном комментарии. Также сейчас у меня проходит бесплатный марафон в телеграм-канале, где я ежедневно даю задания, направленные на укрепление эрекции. Поэтому присоединяйтесь. Ссылку на телеграм-канал я оставлю также под этим видео и в первом закрепленном комментарии. Сейчас вкратце расскажу, что необходимо делать для сохранения здоровья и поддержания тестостерона на должном уровне. Чтобы вернуться к прежним показателям здоровья и тестостерона, необходимо: первое – выработать режим дня, ложиться спать до 23 часов, просыпаться без будильника и стресса,
Второе – это иметь физическую активность и выполнять специальные упражнения. Третье – это отказ от вредных привычек. Четвертое – это снять психологические установки, которые сформировались в голове от неоднократных осечек в постели. Пятое – это правильное питание, а также применение некоторых природных активаторов здоровья из народной медицины. Всю информацию вы сможете найти в видео на моем канале, а также в моих курсах, ссылки под видео и в закрепленном комментарии. Если же у вас возникают проблемы с эрекцией до 35 лет, важно обратиться к врачу для диагностики и лечения. Делитесь этим видео с друзьями, переходите по полезным ссылкам под этим видео, подписывайтесь на мой канал, комментируйте, ставьте палец вверх, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Да пребудет с вами мужская сила. До свидания.